Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня покажу вам, как приготовить вкуснейший тортик шоколадный пломбир. Он порадует вас своим вкусом и прекрасным соотношением КБ-ЖУ. При этом он очень красивый. Для коржа нам понадобится 25 грамм муки. У меня миндальная. Для похожего результата можно заменить ее на любую ореховую, в том числе и кокосовую. А можно взять просто хорошо измельченный миндаль. Добавляем 10 грамм какао, 4 грамма подсластителя, пол чайной ложки разрыхлителя. Перемешиваем сухие ингредиенты. Также нам понадобится кокосовая паста или урбич. Это протертая мякоть кокоса. Ее можно заменить, например, на арахисовую или на любую ореховую пасту. И сюда же добавляем 3 белка крупных яиц. Яйца не должны быть холодными, чтобы кокосовая паста не застыла. Можно использовать 2 цельных яйца, но в данном рецепте желтки нам пригодятся для мусса, поэтому в корж идут только белки. Перемешиваем тесто до однородности. Выпекать корж будем в форме диаметром 16 см. У меня это кольцо с дном из фольги, которое стоит на противне. Внутрь я прокладываю круг пекарской бумаги. Чтобы круг зафиксировать, его можно слегка намочить влажными пальцами. Перекладываем тесто, разравниваем. Можно немного потрясти противень для разравнивания. И отправляем в разогретую до 160 градусов Цельсия духовку на 15 минут. Вот такой корж получается. Готовность проверяем зубочисткой. После остывания снимаем фольгу и пекарскую бумагу. Проходимся ножом по краю формы, чтобы вынуть корж. Толщина коржа примерно 1 см. Неровную шапочку срезаем с помощью длинного широкого ножа. Для сборки торта я буду использовать то же самое кольцо диаметром 16 см. Ставлю его на подложку. Бока прокладываю ацетатной лентой для удобства извлечения. И выкладываю корж. Этот корж не нуждается в пропитке, но если вдруг чувствуете, что он у вас чересчур пересушился в духовке, можно и пропитать. Приступаем к приготовлению мусса пломбир. Нам понадобится 100 грамм теплого молока. Вливаем в него оставшиеся 3 желтка, тщательно помешивая венчиком. Отправляем на плиту и при постоянном помешивании доводим на слабом огне до загустения. Если у вас есть термометр, то температура готовности крема 82 градуса Цельсия. Перегревать его не стоит, чтобы желтки не свернулись. Добавляем сразу в горячую массу заранее замоченный желатин. Здесь 6 грамм желатина в 36 граммах воды. Размешиваем до полного растворения. Сюда же добавляем подсластитель и натуральный экстракт ванили, если он у вас есть. Размешиваем. Также для крема нам понадобится 550 грамм рикотты. Для максимальной однородности я измельчила рикотту с помощью блендера. Перемешиваем. И половину крема перекладываем в кондитерский мешок. Этот крем я оставляю при комнатной температуре, чтобы он не застыл. А в оставшуюся часть крема добавляем 15 грамм какао. Если есть хотя бы небольшие комочки в какао, то лучше просеять его через сито. Тщательно перемешиваем. И у нас получается нежно-шоколадный крем. Его также перекладываем в кондитерский мешок. И если крем еще не держит форму, то убираем в холодильник на 10 минут. Когда консистенция шоколадного мусса уже достаточно плотная, чтобы удерживать форму, выкладываем его на торт в хаотичном порядке. Я немного закругляю вершинки ложкой, чтобы шоколадные пятна на разрезе были не в форме куполов, а в форме кругов и овалов. Заполняю все промежутки белым, пока еще жидковатым кремом. И шоколадный крем тоже закрываю белым. Оставшийся шоколадный крем выкладываю в углубление. Он попадет как раз туда, где в нижнем слое нет шоколадного пятна. И заполняю все неровности остатками белого крема. Можно немного потрясти форму, чтобы выровнять верхушку. И также я пройдусь лопаткой для идеально гладкой поверхности. Получаются хаотичные разводы. Тоже красиво, но я все же предлагаю покрыть их шоколадной глазурью.
А пока укрываем торт пищевой пленкой и отправляем в холодильник примерно на 4 часа. Когда торт настоялся, снимаем пищевую пленку. Часто на стенках формы образуется конденсат, его лучше собрать салфеткой. Поливаем любой вашей любимой глазурью. Я использую глазурь молочный шоколад на желатине. Видео с ее рецептом уже есть на канале, ссылочку и краткий рецепт оставлю в описании под видео. Глазури понадобится 60 грамм. Отправляем торт в холодильник примерно на 30 минут до застывания глазури. Когда торт полностью застыл, снимаем кольцо, ацетатную ленту. Вот такой необычный торт получается сбоку. Вполне самодостаточный декор. Давайте его разрежем и посмотрим, что внутри. Вот такой красивый пятнистый разрез получился. Очень необычно и красиво. А какой же это торт на вкус? Честно вам скажу, он потрясающий. Во вкусе и текстуре ни намека на ПП. Корж немного необычный, он мягкий, влажный, но в то же время плотный, с заметным кокосово-ореховым вкусом. А мусс – это просто сказка. Нежный, кремовый, с сочетанием двух вкусов – ванильного и шоколадного пломбира. Просто тает во рту. И как красиво, посмотрите. Это просто наслаждение. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Пока!